Всех приветствую на своем канале по вязанию. Меня зовут Лена. И в этом мастер-классе я покажу, как я вязала вот такой вот кардиганчик для мальчика. Связала я его на своего сына. У нас рост примерно метр. То есть возраст у нас чуть больше нам 3 лет. 3 года и 2 месяца. Но мы чуть выше нормы. Вот. И на нем вы уже видите на фотографиях, как он сидит. То есть чуть-чуть с напуском рукавчик у нас. То есть приблизительно, я думаю, даже вплоть до 5 лет можно будет его носить. Сначала я расскажу, из чего я вязала. Это шерсть стопроцентная. Заказала я ее в магазине Атрика. Это онлайн-магазин, импортер китайской пряжи. Состав это стопроцентный меринос. Вес 50 грамм в моточке и длина 430 метров. То есть достаточно тонкая нить. Вязала я ее в 3 нити. Вот как ведет себя пряжа, я расскажу чуть подольше, но она меня очень-очень сильно удивила в хорошем смысле слова. Также вот этот онлайн-магазин присылает вот такие вот бирочки кожаные. Я сделала такую нашивку, смотрится очень симпатично, классно, мне очень-очень нравится. Еще что хотела сказать. Так, вязала я ее в 3 нити, я уже сказала. И вот по качеству. Вы посмотрите, как ложатся петельки. Это вот я вязала в 3 нити, то есть вообще незаметно. После ВТО он становится вообще мягким. Когда его стираешь, он как меринос, тоже вот расползается в воде. Но когда его выкладываешь потом на сушку, на ровную поверхность, он принимает уже готовый такой вот вид. Резинка, посмотрите, как резинка. Она пускай не, как сказать, не особо держит резинку, но посмотрите, как она классно смотрится. Как такое хорошее фабричное магазинное качество. Я попытаюсь сейчас ставить фотографию до того, как кардиган был постиран. Вот посмотрите, ниточки подсваливаются. Оно, понимаете, когда вот вяжешь, думаешь, ну все, такое тонкое-тонкое полотно, оно никак вот не соберется. И потом вот после стирки оно, как правильно сказать, так подсваливается, что ли. Такое, я довольна. Мягчайший, вот знаете, очень такой мягкий, совершенно не колется. И еще приходит оно в таких вот индивидуальных упаковочках каждый моточек. Давайте еще раз я скажу вам по пряже. Значит, это стопроцентная шерсть. Сейчас я свои подсказки положу. Вязала я в 3 нити. Спицы на резиночку у меня ушли 3,5, а на основное полотно номер 4. Если вязать, думаю, вот если джемпер даже по кругу, думаю, даже 4, даже 5 можно взять. Кстати, можно даже взять 4,5 спицы, потому что, знаете, вот еще раз повторю, когда вяжете, оно кажется таким вот полотно тоненьким, клипеньким, дырчатым, но вот стираешь, и оно такое вот сжимается, очень таким вот теплым получился, классно. В общем, даже думаю, если вот, например, вы захотите связать на размер побольше, берите смело спицы номер 4,5 и вяжите. То есть на размер побольше у вас должно получиться. Ну или просто чуть побольше. По длине, по ширине. Ширина 35 сантиметров, длина 40 сантиметров от начала воротничка до конца резиночки. И рукав у меня 30 сантиметров от проймы. Но это я чуть подальше расскажу. Вот, ушло на него 230 грамм. То есть 5 моточков у меня было. Вот от 5-го моточка у меня осталось 20 грамм пряжи. Вот, и смотрите, по плотности 20 петелек на 34-35 рядов. Это примерные. Я вам написала, чтобы, то есть даже если вы будете вязать образец, если у вас получится 35, это уже хорошо. Вот, можно вязать. А вот резинка, вот особенно, знаете, специально я записала плотность резинки, что
Здесь будет 42 ряда плотность. Это особенно нужно для подсчета воротника. То есть мы его, видите, это шальвый воротничок с отворотом, поэтому заранее надо знать плотность резинки, чтобы он не получился слишком коротким. Потому что когда мы будем вязать его, кажется, что он такой длинный, но он потом подсядет и так хорошо подсядет. Это, то есть, надо учитывать при дальнейшем вязании. Так, давайте я вам сейчас сразу вот так вот крупно покажу размеры, где я сколько набирала. Вы можете вот здесь вот этой выкройки сделать расчеты. Я прописала по сантиметрам и по петелькам, где и сколько у меня получилось. Рассказывать я не буду, сколько я набирала, где прибавляла. Я это буду только кратко рассказывать. Все описание вы найдете под видео. То есть, чтобы вы не потерялись, я всегда оставляю полный ход работы под видео, чтобы было легче ориентироваться. Давайте, значит, расскажу. Набираем мы, соответственно... еще хотела про пуговички сказать. Пуговички 1,5 сантиметра, 5 штучек. Но если вы хотите пуговички побольше, просто здесь надо будет дырочки не одну петельку закрывать, а 2. Ну, я думаю, вы там дальше уже сориентируетесь сами. Джемпер вяжется сначала поворотными рядами. Мы набираем на спице 3,5, вяжем резиночку 14 рядов. Затем начинаем вывязывать рисунок, при этом меняем спицы на 4,5. Посмотрите, какой у меня замечательный рисунок. Это ромбики, причем ромбики чередуются изнаночная гладь в ромбике и платочная гладь. У меня, правда, получился только один раппорт, точнее не один. Вот раппорт-узор я составила тоже, уже выложена у меня на канале ВК и Дзене. Вы можете найти эту схему, полностью описание ее. Вот, она у меня, видите, представлена в 60 рядов, но это за учетом того, что здесь есть ромбик с платочной вязкой. Если вы будете вязать ромбик только с изнаночной гладью внутри, то есть раппорт ограничится сразу 30 рядами. То есть вот его будет раппорт в 2 раза меньше. Вот. Я подробно рассказываю, как и платочную вязку мы здесь получим, и как изнаночную гладь вязать. То есть видео получилось достаточно объемным за счет того, что я пыталась попетельно все показать, ничего не упустить и ничего не забыть. Поворотными рядами мы вяжем до пройм, затем мы делаем убавочки на проймы. Еще хотела сказать по рисунку, смотрите, у меня здесь присутствует вот такая, значит, двойная будет кромочная. Смотрите, как она интересно смотрится. Такой вот декоративной отделкой после того, как мы будем набирать планочку. Далее идет 2 петельки платочной вязки и вытянутая лицевая по обе стороны от ромба. То есть они, вот эта платочная вязка обыгрывает чуть-чуть вот эту платочную вязку в самом ромбике, добавляет, так, ну, не знаю, изюминку, что ли, к этому кардигану, чтобы, ну, не был обычным кардиганом с ромбом. Поэтому я решила добавить такие вот полоски декоративные, как элемент. Затем мы, значит, довязали до пройм с вами, убавили петельки на проймы и начинаем вязать поочередно. Сначала левую полочку, затем спинку и правую полочку. Вот. Что еще? С 3-го ряда мы начинаем делать убавочки под горловину. И здесь смотрите такой нюанс. Если вы хотите достаточно тоже такой хороший отворот, то есть не впритык к шее, начинайте вязать как я. Если хотите поменьше, сам вот этот вот вырез, начинаете убавочки чуть выше, не с 3-го, например, ряда, а с ряда повыше, с 11-го, либо там с 15-го, я не помню, я тоже распишу все убавочки, то есть у вас за счет того, что будет меньше скос вот этого воротника, и заметно уменьшится вот этот сам воротничок, чуть будет поуже. То есть это вам такая подсказка на будущее. Затем я вязала полочки отдельно, спинку отдельно, я уже сказала. Спинка это просто, вы уже видели, это лицевая гладь. Спинку и полочки я оставляю открытыми петельками и потом соединяю вот так плечевые швы с помощью крючка. То есть очень так вот аккуратно получается. Мне очень нравится этот способ. И затем мы уже приступаем к вязанию
планки под пуговички, плюс вот это будет воротничок шалевый. Мы наберем с вами по кругу. Я расскажу, в каких секторах, где прибавочки делать. Секторов у нас будет несколько, то есть резинка, потом от резинки до скоса, от скоса до плечевых швов, центральные петельки спинки, и затем точно такие же сектора мы с вами разобьем на другой полочке. Маркировочки нам нужны для этого будут, потому что именно вот на этом участке у нас будут поворотные ряды для удлинения спинки, потому что, видите, шалевый воротничок намного длиннее, чем сама планка должна получиться. И, соответственно, и разное число прибавочек петелек у нас будет на каждом участке. То есть, если здесь мы будем делать прибавку в каждом втором ряду, на этом участке от скоса до резинки мы делаем прибавку в каждую третью петлю, а вот где резиночка, мы набираем просто каждую кромочную петлю без прибавок. Вот, тоже хотелось все кратко, получается все подробно. Вот, ну мы с вами свяжем это все. Это также будет очень-очень все подробно в видео, это войдет уже во вторую часть. Вот, и закрываю я, видите, обычным способом. Резиночка у меня нигде не тянет, вверх не уходит. То есть, видите, как все ровненько у нас получается. Вот, рукава. Рукава я буду вязать по кругу. Тоже применяя вот этот узор. И что здесь характерно, смотрите, что так, он абсолютно одинаков. То есть, здесь не надо будет никакой новой хитрости применять, чтобы перевернуть рисунок, по-другому скосы делать. Нет, но здесь будет вязание по кругу, а при вязании по кругу чуть-чуть по-другому вывязывается платочная вязка. То есть если платочная вязка — это в поворотном вязании, все ряды мы вяжем лицевыми петельками, то здесь при круговом вязании это чередование изнаночного и лицевого ряда. 90 рядов мы свяжем до резиночки, делая убавочки. Убавочки я также пропишу под видео, в каких местах мы делаем. В видео обязательно покажу, как это делать. Вот, видите, как все ровненько, аккуратно у нас получается. Ну и затем резиночка, 10 рядов, и закрываем петельки. Вот, в принципе, и все. Что хотела еще сказать, пускай объем видео вас не пугает. Еще раз повторюсь, я просто очень подробно снимала, пыталась не упустить ни одного момента, чтобы вам было максимально понятно, откуда начинать прибавки, где убавочки и так далее. Вот. И, наверное, на этом все, что я хотела рассказать. Ну, написала я очень много. Описание я еще раз говорю, оставлю под видео. Вот. И если вам понравился этот кардиганчик, обязательно попробуйте связать его вместе со мной. И еще раз скажу, вот эта пряжа, конечно, пускай не особо она дешевая, не бюджетная, но результатом вы будете довольны на все 100%. Пряжа, конечно, великолепная. Ну вот и все. Давайте, наверное, приступать к вязанию. Мы приступаем к началу работы. На спицу номер 3,5 я буду набирать 136 петелек. То есть 136 петелек. Вязать я буду в 3 ниточки. Вы можете набирать на 2 спицы, так как я набираю очень так вот не туго, самым обычным способом. Вязание у нас начинается с изнаночного ряда. Это будет сейчас нулевой ряд. Мы начнем вязать резинку. И смотрите, в дальнейшем у нас кромочных будет 2, то есть будет как двойная кромочная. То есть уйдет в начале вязания 2 петельки, и в конце вязания уйдут 2 петельки на кромочные. Остается у нас общее количество петелек 132 петли. Резиночку я буду вязать 2 на 2. Но для начала вот в этом нулевом ряду мы провяжем это так. Первую петельку я сниму, следующую петельку я провяжу изнаночной петлей. Дальше
я начну вязать таким образом. 2 изнаночных, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Вязать мы будем первый вот этот нулевой ряд за переднюю стеночку. И встретимся с вами в конце ряда. Нулевой ряд у нас должен заканчиваться 2 лицевыми и остаться еще 2 петельки. Это наши будут 2 кромочные. В данном случае я их провяжу 2 изнаночными петельками. Переворачиваем вязание, и теперь вот это уже будет мой лицевой ряд. То есть отсюда я начну отсчет вязания. Это будет первый ряд. И здесь мы начинаем по рисунку. Кромочную снимаем и вяжем лицевую петельку. И далее продолжаем вязать по рисунку. У меня начинается с 2 изнаночных, затем 2 лицевые, снова 2 изнаночные, 2 лицевые. Изнаночные я вяжу за переднюю стеночку, лицевые у меня провязываются за заднюю стеночку. И первый ряд у нас заканчивается 2 лицевыми, затем снова лицевая и кромочная петля. И со второго ряда и в дальнейшем вся изнаночная сторона будет начинаться одинаково. Кромочную мы снимаем и затем снимаем следующую изнаночную нить перед работой, то есть вторую петельку от кромочной мы не провязываем. И далее продолжаем вязать уже по рисунку. 2 лицевых, 2 изнаночных. Довязываем второй ряд до конца. И в конце второго ряда я покажу, как у нас будет заканчиваться каждая изнаночная сторона. Смотрите, у нас осталось 2 петли. Первую, точнее предпоследнюю, я снимаю, не провязывая нить перед работой. И затем уже вяжу кромочную петельку. Начинается третий ряд. В третьем ряду, в принципе, у нас ничего не поменяется. Идет кромочная петля и лицевая. Смотрите, обратите внимание, мы ее вяжем за переднюю стеночку, так как мы ее снимали, не провязывая, и она у нас осталась вот таким вот образом лежать. И в дальнейшем это будет двойная кромочная. В основном будет видно косичку только от этой лицевой петельки. И сейчас в конце третьего ряда я покажу, как будет выглядеть там эта петелька. И в конце третьего ряда у нас также, видите, 2 петельки. Лицевую мы провязываем за переднюю стеночку, так как мы ее с изнаночной стороны не провязывали. И затем идет кромочная петля. Переворачиваем вязание. Это 4-й ряд. Я просто напомню, что кромочную первую снимаем. И следующую за этой петелькой мы снимаем, не провязывая нить перед работой. И затем начинаем вязать нашу привычную резиночку 2 на 2. В конце вязания, также когда остается 2 петли, предпоследнюю изнаночную мы снимаем, не провязывая, и затем вяжем только последнюю кромочную петельку. И с лицевой стороны вторую петлю после кромочной и предпоследнюю петельку перед кромочной мы провязываем лицевой за переднюю стеночку. То есть они у нас получаются как чуть-чуть вытянутые петельки. Резинку я буду вязать на высоту 14 рядов. Еще хочу раз напомнить, что первый ряд, он у нас начинался
по изнаночной стороне, поэтому в общем счете учитываться не будет. Пока продолжаем вязать, затем сменим спицы на номер 4 и приступим к вязанию основного рисунка. Я провязала резинку на высоту 14 рядов. С нулевым рядом это будет 15 рядов. Теперь меняем спицы на номер 4 и начинаем вязание узора. Для начала возьмите лучше 2 маркерочка и отметьте 2 полочки и спинку. На полочке у нас уходит по 33 петельки вместе, вот с кромочными считайте 1, 2, 3, 4 и так далее, 33 петли. После того, как мы отметили с обоих концов 33 петельки, на спинке у нас должно остаться 70 петелек. После того, как мы убедились в правильности подсчетов, начинаем вязать первый ряд. Обратите внимание, что ромбик мы начинаем, конечно, вязать с первого ряда, но вот в первом ряду, как вы видите, у нас будет 3 лицевые. Мы их получим из 2 петелек. То есть в первом ряду мы прибавим 1 петельку. Здесь и здесь. То есть в полочке, на полочке у нас будет с вами 35 петелек в дальнейшем. Но до ромбика и после него у нас еще будет по вытянутой петле. То есть не доходя вот до этих 2 изнаночных, у нас здесь будет вытянутая петелька. Сейчас вы под диктовку поймете, как вязать. Снимаем первую кромочную, вяжем вторую кромочную. Как вы помните, у нас остается вот эта двойная кромочная. Далее у нас до вытянутой петельки будет 2 лицевые петли. В дальнейшем это будут петли платочной вязки. И далее у нас идет вытянутая петля. Вытянутую петельку мы вяжем лицевую не петлю со спицы, а на петельку ниже. То есть спускаемся на ряд ниже и провязываем вытянутую лицевую. Все. И теперь у нас начинается узор из ромба вот этого. Смотрите, вяжем 2 изнаночных. Где была лицевая, мы просто изнаночную провязываем за заднюю стеночку. И далее идут 3 лицевые. Как я говорила, эти 3 лицевые мы получим из следующих 2 петелек. У изнаночной петли я подцепаю вот так дужку и провязываю ее. Раз. И только затем петлю со спицы. 2. И вот она, 3 лицевая. Между ними у нас будет 10 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И следующие 3 лицевые мы также с вами получим из 2 петелек. То есть сначала из изнаночной петли поднимаю нижнюю дужку, провязываю ее и только затем вяжу петельку со спицы. И 3 лицевая. Все. И после этого у нас узор заканчивается с вами 2 изнаночными. Вот и все. После вот этих 2 изнаночных, как и здесь, у нас будет вытянутая лицевая. Даже если у вас здесь стоит изнаночная петля, мы ее просто провязываем лицевой на ряд ниже. Просто вот спускаемся на ряд ниже и вяжем лицевую петельку. Вот так. И далее, после нее, у меня будут 2 петли. В дальнейшем это будет платочная вязка. И остается у нас 7 петелек лицевой глади. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все. На этом полочка у нас закончена. Спинка у меня будет состоять
только лишь из лицевых петелек, то есть лицевая гладь, поэтому я просто провязываю все петельки лицевыми. Вы можете также на свой вкус оформить ее ромбами, расположить, например, этот ромб посередине, либо также по бокам, связав их симметрично с полочками. Довязываем до конца спинки. И теперь у нас в конце идет левая полочка. Вязать мы ее будем симметрично, то есть начиная от конца узора и вот в эту сторону. Как вы помните, у нас закончилось все 7 лицевыми петельками. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее у меня будут 2 петли лицевой глади. В данный момент мы их провязываем также лицевыми. Начиная с изнаночной стороны, вы поймете, в чем здесь будет отличие. Далее идет вытянутая лицевая, то есть мы опускаемся на ряд ниже и провязываем петельку с ниже лежащего ряда. И теперь начинается ромб, то есть ромб, как вы поняли, окружен вытянутыми петельками. Он у нас начинается с 2 изнаночных петелек, 1 и 2. И, как вы помните, в первом ряду мы 3 лицевые петли получаем из 2 петелек. В данном случае я снова получу из изнаночной. Провязываю сначала дужку нижнюю у изнаночной петельки и только затем провязываю петлю со спицы также лицевой петлей. И затем вяжу следующую петельку также лицевой. Вот они, наши 3 лицевые. До следующих лицевых у нас идет 10 изнаночных. 4 и 5. И также следующие 3 лицевые мы получаем из 2 петелек. И снова подсыпаем дужку у изнаночной петли, провязываем ее также лицевой петелькой и 3-я лицевая. Затем идут 2 изнаночных, 1, 2, вытянутая лицевая. Видите, в данном случае у нас снова встречается изнаночная петля, но мы также помним, что просто опускаемся на ряд ниже и вывязываем петлю из нее. И до последних 2 кромочных у нас остаются 2 петли, и это будет у нас платочная вязка. По лицевой стороне мы их вяжем лицевыми, и по изнаночной затем стороне мы их тоже будем вязать лицевыми. Это мы провязали первый ряд от резиночки. Как вы видите, на узоре у меня отмечены только лицевые ряды. Изнаночные ряды мы с вами будем вязать по рисунку. Я сейчас провяжу все вместе с вами. Мы снимаем. Начинается у нас вязание с левой полочки. Кромочная первая, затем вторую петлю мы снимаем, не провязывая, нить перед работой. И вот эти первые петельки мы вяжем также лицевыми. 2 лицевые. То есть это будет 2 петли платочной вязки. Затем идет вытянутая лицевая по изнаночной стороне. Она просто вяжется изнаночной петлей. Затем идут 2 лицевые петельки. Они же по лицевой стороне будут изнаночными. Затем 3 изнаночных и 10 лицевых. После них снова идет 3 изнаночных, 2 лицевые. Они же по лицевой стороне будут это изнаночные петельки, как вы догадались. И, как вы помните, у нас ромб окружен вытянутыми лицевыми, которые по изнаночной стороне провязываются просто изнаночной петелькой. После вытянутой петли у нас и до нее петельки 2 платочной вязки, то есть и с лицевой, и с изнаночной стороны мы их вяжем лицевыми петельками. И все у нас заканчивается полочка 7 изнаночными петельками. Затем начинается спинка.
У меня спинка состояла из лицевых петелек, значит, по изнаночной стороне я просто провязываю полностью лицевую гладь. Мы дошли до правой полочки. Это у нас, напоминаю, идет второй ряд. У нас все начинается симметрично, то есть 7 изнаночных, далее 2 петельки платочной вязкой. Это мы просто вяжем 2 лицевые. Далее идет вытянутая лицевая, по изнанке мы ее провязываем просто изнаночной, и 2 изнаночных петельки, которые у нас по лицевой стороне отмечены изнаночными. Далее 3 изнаночных петли, 10 лицевых, 3 изнаночных, 2 лицевые, вытянутая петелька, которую мы вяжем изнаночной, и до кромочных петелек мы вяжем 2 лицевые петельки за передние стеночки. Это наши петли платочной вязки. Как вы помните, предпоследнюю петлю я снимаю, не провязывая, и затем провязываю кромочную петлю. Третий ряд узора. Также начинаем вязать с 2 кромочных, затем 2 петли платочной вязки, вытянутая лицевая, мы снова опускаемся на ряд ниже и провязываем лицевую петлю. Затем начинается узор из ромбов. Здесь нам понадобится дополнительные спицы. У нас здесь начинаются скрещивания, как вы видите. Теперь мы вяжем 2 изнаночных. И теперь смотрите, вот этот момент. Здесь я уже его описала. 3 лицевые мы снимаем перед работой. То есть у нас 3 лицевые теперь будут уходить налево. И следующую петлю я провязываю изнаночной. И только затем я провязываю вот эти снятые петельки лицевыми. Затем у нас остается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вяжем 8 изнаночных. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Далее у нас идет вот этот момент. Одну изнаночную петлю мы снимаем за работу, оставляем на дополнительные спицы, вяжем следующие 3 лицевые, и только теперь мы провязываем изнаночную петельку и довязываем остальные 2 петли. Далее идет вытянутая лицевая, как вы помните, и 2 петли платочной вязки. До конца полочки у нас остается 7 лицевых. Теперь мы вяжем спинку, это 70 петелек лицевой глади, и начинается левая полочка. Это третий ряд, я напоминаю. Мы снова вяжем 7 лицевых. Теперь у нас идут 2 петельки платочной вязки, это 2 лицевые за переднюю стеночку, вытянутая лицевая, которую мы вяжем на ряд ниже, и начинается сам ромбик. Здесь мы все повторяем, то есть все те же действия. 2 изнаночных, 3 петли снимаем перед работой, вяжем изнаночную, и теперь провязываем 3 лицевые с дополнительной спицы. Вяжем 8 изнаночных, и следующую изнаночную снимаем за работу, вяжем 3 лицевые и провязываем изнаночную. Довязываем 2 оставшихся петельки.
Все. Как вы помните, у нас далее идет после ромба вытянутая лицевая и 2 петельки платочной вязкой. Это лицевые за переднюю стеночку и 2 кромочные. Одна из них вяжется лицевой, другая тоже лицевой. Но это я так провязываю, вы можете вязать по-другому. Далее, 4-й ряд. Снимаем лицевую, следующую лицевую мы также снимаем, ниточка перед работой. И вязание начинается, как вы помните, с 2 петелек платочной вязкой. Затем идет изнаночная, 2 лицевые. И вот за счет этого перекрещивания у нас, видите, появилась 3-я лицевая. Далее идет 3 изнаночных, 8 лицевых и 3 изнаночных. И за счет перекрещивания у нас появились 3 лицевые, вытянутая петелька, которую мы вяжем изнаночной петлей. И до нее, и как и после нее этой вытянутой петли, у нас идет 2 петельки платочной вязкой. И только затем идет 7 петелек изнаночных. Далее вяжем спинку 70 изнаночных петелек. И полочка, которая у нас находится справа, вяжется симметрично. То есть у нас начинается с 7 изнаночных, 2 петельки лицевой глади, изнаночной, и все повторяется. В принципе, петельки уже достаточно хорошо видно, поэтому я думаю, вы здесь справитесь без меня. И встречаемся с вами в 5-м ряду. У меня начинается 5-й ряд. Теперь я буду показывать только на одной из полочек, как вязать ромб. Я думаю, второй вы справитесь уже симметрично, более-менее рисунок мы уже, я думаю, запомнили, разобрались. Начинаем мы вязать также с кромочной петли. Затем вяжем лицевую, то есть двойная кромочная. Далее идет 2 петельки платочной вязки, вытянутая лицевая. 2, это уже начинается ромбик наш. Смотрите, у нас тут такое значение появилось, как пустая клеточка. Я написала, что пустая клетка — это изнаночная петля. То есть мы считаем 1, 2, 3. 3 изнаночных петельки. 1, 2 и 3. Затем 3 петельки мы снимаем перед работой. Вяжем следующую изнаночную петельку. И только потом провязываем снятые петельки лицевыми. Далее у нас идет 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 изнаночных петелек. Теперь снимаем изнаночную за работу, вяжем 3 лицевые. И затем провязываем изнаночную петлю. И у нас до конца узора осталось 1, 2, 3. 3 изнаночных петли. 2, 3. И вытянутая лицевая. После вытянутой лицевой, как и до нее, как вы помните, у нас идут 2 петельки платочной вязки. И до конца полочки у нас осталось 7 лицевых. Далее у нас начинается спинка. И левую полочку мы вяжем симметрично, начиная с 7 лицевых, 2 петелек платочной вязки, вытянутая лицевая. И далее вяжем точно так же, как мы вязали ромбик в 5-м ряду. Изнаночный ряд я уже не буду вам теперь показывать. Я думаю, вы уже будете ориентироваться по своим петелькам, по рисунку, так как изнаночные и лицевые уже хорошо отличимы друг от друга. И встречаемся с вами уже в 7-м ряду узора. 9-й ряд. Давайте я еще последний раз покажу, как я начинаю вязание. Затем я буду только останавливаться на самом узоре из ромбиков. То есть после уже вытянутой лицевой петли, вот после вот этого момента. Смотрите, 7-й ряд.
Ой, да, у меня 7-й ряд, извините, перескочила я. 1, 2, 3, 4. 4 изнаночных петли. 1, 2, 3, 4. Как вы видите, по схеме у нас идет сходящийся треугольник. Поэтому мы сначала снимаем 3 лицевые перед работой, вяжем изнаночную петельку, затем провязываем 3 лицевые петли. Между ними у нас остается 4 изнаночных. Следующую изнаночную мы снимаем за работу, вяжем 3 лицевые и затем провязываем петлю, которую снимали. И до конца ромбика у нас остается 4 изнаночных петельки. Затем идет вытянутая лицевая, 2 петельки платочной вязки и 7 лицевых. Как я уже говорила, ромбик на левой полочке вяжем симметрично, то есть все у нас похоже по действиям. Затем вяжем с вами 8-й ряд и встречаемся в 9 ряду. 9 ряд, я уже, как говорила, я буду останавливаться только на узоре из ромбиков. Идет сначала после вытянутой лицевой 5 изнаночных петелек. Затем снова 3 лицевые мы снимаем, провязываем изнаночную петлю. Вяжем 3 лицевые, затем 2 изнаночные, затем снова снимаем изнаночную петлю за работу, вяжем 3 лицевые и затем провязываем снятую изнаночную петельку. И до конца ромбика остается 5 изнаночных. И довязываем полочку уже по рисунку. Ну, посмотрите, уже видите, как хорошо виден у нас узор с вами. А вот эти вот платочные петельки, петельки платочной вязки, они дают вот эту вот рельефность вытянутой лицевой еще чуть побольше. И затем они также будут обыгрывать вот эти платочные петельки внутри ромба, так как ромбики у нас с вами будут чередоваться. В одном ромбике у нас будет изнаночная гладь, в другом ромбике следующем у нас будут уже платочные петельки платочной вязки. Довязываем с вами 9 ряд до конца, вяжем 10 по рисунку и встречаемся в 11 ряду уже у самого ромбика. У меня начинается 11 ряд. Ромбик у нас начинается с 6 изнаночных петелек. И далее все так же продолжается сходящийся треугольник. Это значит 3 петельки лицевых мы снимаем перед работой, вяжем изнаночную петлю и затем провязываем 3 лицевые петли. И затем сразу же снимаем изнаночную петлю, вяжем 3 лицевые и затем провязываем снятые петельки. И до вытянутой лицевой у нас должно остаться 6 изнаночных. У нас, видите, полностью ромбик сошелся. В 13 ряду у нас будет скрещивание вот этих двух полосок. А пока довязываем 11 ряд, вяжем 12 и встречаемся в 13 ряду. В 13 ряду, обратите внимание, мы вяжем 7 изнаночных и затем идет скрещивание вот этих 6 лицевых. Каким образом? 3 лицевые петельки мы снимаем перед работой и затем вяжем еще 3 лицевые и только после этого провязываем петли с дополнительной спицы. Вот они поменялись местами, и до конца узора ромбика
довязываем оставшиеся 7 изнаночных. И давайте теперь посмотрим по схеме. Мы связали с вами 13 ряд, затем мы вяжем по рисунку 14 ряд по изнаночной стороне, затем 15, 16, 17, 18 мы вяжем просто по рисунку, то есть нигде скрещивания делать мы не будем. У нас единственное в рисунке, конечно, остается платочная вязка и вытянутые лицевые петельки. В ромбике никаких скрещиваний у нас нет. То есть у нас остается 7 изнаночных, 6 лицевых, 7 изнаночных. И встречаемся уже с вами в 19 ряду. У меня начало 19 ряда. Как я говорила, мы вяжем здесь просто лицевой гладью и скрещиваний никаких не делаем. И сейчас мы делаем точно такое же скрещивание, как мы делали в 13 ряду. То есть 3 лицевые снимаем, вяжем следующие 3 петельки и затем провязываем снятые. До и после вот этой косички у нас по 7 изнаночных. То есть здесь число у нас не поменялось. Довязываем этот 19 ряд, вяжем 20 и с начала 21 ряда у нас начнется теперь такое расхождение ромбика. Ну, там мы с вами снова встретимся и продолжим точнее вязание. В 21 ряду от вытянутой лицевой мы провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6 изнаночных. Провязали. Затем обратите внимание, внутри этого ромбика у нас теперь будет платочная вязка. То есть изнаночные петельки, которые мы сейчас будем снимать, и они у нас будут идти в ромб, мы будем вязать также лицевыми. Я снимаю изнаночную, оставляю за работой. Вяжу 3 лицевые. Затем снятую изнаночную петельку я провязываю также лицевой, но за переднюю стеночку. Далее снимаю следующие 3 лицевые петли и вот эту изнаночную петлю вяжу лицевой. И затем также провязываю лицевыми петельки. И до вытянутой петли у нас остается 6 изнаночных. Довязываем этот ряд и затем давайте встретимся с вами в 22 ряду. Получается, я с изнанки покажу, как будут эти петельки выглядеть. 22 ряд я покажу, как с изнаночной стороны теперь это будет выглядеть. Смотрите, вот эти 6 изнаночных, они с изнанки у нас 6 лицевых. Затем вяжем 3 петельки изнаночных. И вот эти петли, которые мы переносили в сам ромб, в середину, мы провязываем лицевыми за переднюю стеночку. То есть это нам напоминает платочную вязку в начале. И затем снова идет 3 изнаночных и 6 лицевых. То есть в принципе ничего сложного, просто подсчитывайте петельки. И встречаемся с вами в 23 ряду. 23 ряд. Мы вяжем 5 изнаночных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И снова одну петельку мы снимаем за работу. Вяжем 3 лицевые. И если вы так же, как и я, вяжете внутри платочную вязку, провязывайте снятую петельку лицевой петлей.
2 остальные петли, которые у нас уже есть, мы также вяжем лицевыми за переднюю стеночку. То есть внутри у нас создается платочная вязка. Теперь 3 лицевые снимаем и следующую изнаночную снова провязываем лицевой петлей. И теперь вяжем уже снятые 3 петельки. И теперь до конца вот этого узора из ромбика у нас осталось 5 изнаночных. Затем, давайте, чтобы не забивать видео, я вам объясню. Каждый раз, то есть мы теперь довязываем с вами 24 ряд. В 25 ряду мы уже вяжем 4 изнаночных. И следующую изнаночную убираем за работу. То есть мы расширяем каждый раз вот это наш ромбик на одну петлю. То есть по одной петле у нас уходит слева, по одной петле уходит справа. Вот. И расширяем мы ромбик до тех пор, пока у нас не останутся до и после вытянутых петелек по 2 изнаночных. Это у нас с вами будет 29 ряд. Затем мы вяжем 30 ряд. И давайте в 31 ряду мы снова с вами встретимся и посмотрим, что у нас из этого получилось. Я думаю, принцип расширения вам понятен. Здесь ничего сложного нет. Вы можете также продолжить вязать просто изнаночные петельки. Я об этом, надеюсь, не забуду рассказать при обзоре на этот кардиган. Что еще хотела сказать? И да, не забываем вязать петельки внутри, также с изнаночной стороны, провязывая их лицевыми. То есть точно так же, как вяжем мы вот эти вот петельки в начале ряда и петельки после вот, то есть до и после вытянутых петелек. То есть принцип такой вязания. Вот. А в 31 ряду встретимся, подсчитаем, все ли у нас совпало с вами. Вот. И пока продолжаем вязать. У меня начинается по счету 31 ряд. Как вы видите, в этом ряду у нас после вытянутой лицевой должно идти 2 изнаночных, 3 лицевых, затем 10 петелек. Это чем-то напоминает нам самый первый ряд, только вместо изнаночных 10 петелек у нас здесь находится 10 лицевых. То есть платочная вязка. Мы провязываем за передние стеночки. Затем снова идет 3 лицевые, 2 изнаночные и продолжаем вязать по рисунку весь этот ряд. То есть перекрещиваний мы никаких с вами не делаем. Затем вяжем 32 ряд и встречаемся уже в 33 ряду. И смотрите, дальше вот в 33 ряду у нас снова начинается схождение нашего ромбика. Это чем-то напоминает уже наше начало вязания. В принципе, если бы вы вязали изнаночной гладью, то есть без вот этой платочной вязки, у вас бы уже с 31 ряда началось повторение раппорта. Но так как я решила добавить платочную вязку, поэтому я раппорт удлинила, чтобы было более наглядно и понятно. Смотрите, в 33 ряду мы вяжем снова после вытянутой лицевой 2 изнаночных. И для того, чтобы началось схождение, для начала мы снимаем 3 лицевые перед работой. И вот эту петельку платочной вязкой мы снова провязываем изнаночной петлей. То есть у нас сейчас эти петельки будут выходить из ромбика, превращаясь в изнаночные петли. Провязали петельки с дополнительной спицы. И у нас внутри ромбика должно остаться 8 петелек платочной вязки. Снимаем теперь петельку, оставляем ее за работой, вяжем 3
лицевых, и эту снятую петельку, так как она вышла из ромбика, мы снова провязываем изнаночной петлей. Довязываем 33 ряд. Давайте еще раз встретимся с вами в 35 ряду и постараемся потом самостоятельно довязать. 35 ряд. Мы вяжем 3 изнаночных петли и снова снимаем 3 лицевые перед работой. И следующую петлю мы провязываем изнаночной. И так вот по одной петельке, выводя из ромбика, у нас дорожки из 3 лицевых будут постепенно сходиться, то есть соединяться вместе. Теперь в ромбике у нас остается уже не 8, а 6 петелек платочной вязки. И вот эту петельку мы также снова выводим за контур ромбика. И не забывайте провязывать эту петлю уже изнаночной, если вы также вяжете платочной вязкой, как и я. Вот. И так постепенно у нас ромбик будет в каждом ряду сужаться, сужаться, сужаться. А потом они в конце соединятся. И в 43 ряду мы будем с вами повторять 13 ряд. Но давайте с вами там снова встретимся и проверим петельки, чтобы у нас все сошлось. Вот, а пока продолжаем вязать, выводя эти петельки за контур ромба и постепенно его сужая. У меня идет по счету 43 ряд. И сейчас мы убедимся в правильности нашего вязания. От вытянутой лицевой петельки мы вяжем с вами 7 лицевых. И теперь вот эти 6 лицевых мы перекрестим. 3 петельки у нас уйдут налево, то есть мы 3 петли снимаем перед работой, вяжем следующие 3 петельки лицевые и затем провязываем петельки с дополнительной спицы. Вот у нас сформировался вот этот вот ромбик. Посмотрите, как симпатично он смотрится с платочной вязкой. Но даже если вы решите вязать без нее, будет все равно очень симпатично. Затем вяжем, соответственно, 44 ряд, 45, 46, 47 и 48 без каких-либо скрещиваний. И в 49 ряду повторяем вот это скрещивание. Я уже останавливаться не буду, так как показывала уже не один раз его. То есть получается здесь скрещивание через каждые 6 рядов, если считать вот это за первый ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И, как я говорила, снова перекрещиванием. Заканчивается все у нас. Затем вяжем после этого 50 ряд. И снова с вами встретимся уже в 51 ряду. У меня начинается 51 ряд. Он, в принципе, начинается точно так же, как и 21, то есть начинается расширение нашего ромбика. Мы вяжем первые 6 изнаночных, затем одну изнаночную мы снимаем за работу и вяжем следующие 3 лицевые. И теперь провязываем снятую изнаночную. То есть единственное отличие это то, что вместо петелек платочной вязки мы теперь вяжем ромбик с изнаночной гладью. Затем мы снимаем 3 лицевые, вяжем изнаночную петельку и провязываем снятые петельки. И до вытянутой лицевой
нам осталось провязать 6 изнаночных петелек. Вот и все. В принципе, я дальше показывать не буду. Здесь наглядно видно, что также мы по одной петельке добавляем с каждой стороны от 3 лицевых. То есть каждый раз в ромбике увеличивается на 2 петли. Увеличиваем ромбик мы до тех пор, пока у нас в центре не появится 10 изнаночных. И затем по окончании 60 ряда, а в 60 мы сделаем последнее расширение, то есть до вытянутых петелек, и после них у нас будет по 2 изнаночных. То есть на расширение у нас уходит 10 рядочков. Вот. И после 60 ряда мы начинаем просто все вязать с первого ряда. Потом один ряд мы вяжем без каких-либо изменений. И уже только после этого, точнее даже не один, а почему один ряд лицевой, один изнаночный. И после этого у нас снова пойдет ромбик на сужение. Также в 5 этапов, пока они не сойдутся вместе. И опять мы начинаем вязать вот эти маленькие косички. Схему, я думаю, вы уже запомнили, она не столь сложна, просто у нас будет чередоваться ромбик с изнаночной гладью, ромбик с платочной вязкой, ромбик с изнаночной гладью и так далее. Мы просто продолжаем вязать наш кардиган вверх до пройм. Затем мы будем делить на полочки и спинку наш кардиганчик и уже вязать их отдельно. Но пока продолжаем вязать, подсчитывая петельки и пытаясь нигде не ошибиться, ничего не забывать. Я провязала, получается, 74 ряда. Сейчас я покажу на схеме. Вот сделала вот это первое перекрещивание 3 косичек. Ой, 3 косичек, 3 лицевых, то есть 3 лицевые. Вот она, маленькая косичка уже у меня получилась. То есть далее у меня сейчас идут вот эти просто лицевые ряды. Смотрите, даже если у вас осталось на другом моменте, ничего страшного. Вот, у нас на спинке, как вы помните, 70 петелек, на полочке 35 за счет прибавочек вот в эти лицевые дорожки. И теперь мы начнем убавлять петельки на пройму и затем начнем делать скосы под горловину. Скосы под горловину мы начнем делать с 3-го ряда от проймы. Сейчас я объясню, как это. У меня остался до сих пор висеть маркерочек. Теперь мы вяжем, получается, по счету 75 ряд, но я его буду называть 1-й ряд от проймы. И не довязываем до конца правой полочки 3 петли. Как вы видите, до маркера я не дошла 3 петли. И теперь закрываю их самым обычным способом, провязывая по 2 петельки вместе. 1, 2, 3. 3 петельки полочки мы закрыли. Теперь закрываем остальные первые 3 петельки спинки. Считаем 1, 2 и 3. Провязали. И смотрите, далее мы также проходим спинку, не довязывая 3 петельки. За счет того, что у нас уйдет на спинке 3 петли спереди, 3 петли, 3 петли в начале, 3 петли в конце спинки, на спицах у нас должно остаться 64 петли спинки, считая вместе с этой петелькой. 1, 2, 3, 4. До конца спинки у меня недовязанные 3 петли. Также закрываем, провязывая по 2 петельки вместе. 1, 2, 3,
переходим на закрытие петелек полочки. 4, 5 и 6. Давайте проверим правильность. У нас должно остаться 4 лицевые после вот этих 2 петелек платочной вязки. Здесь то же самое. Видите, платочная вязка у нас закончилась, и остается 4 лицевых вместо 7. И все. На полочках у нас с вами теперь осталось по 31 петле. Довязываем вот этот первый ряд и потом по изнанке вяжем второй ряд. Вязать мы будем только теперь левую полочку. У меня начинается третий ряд от проймы. Как я говорила, мы продолжаем вязать только левую полочку. И с этого ряда мы начинаем делать скос для нашей горловины. Еще я хотела обратить ваше внимание на то, когда я называю 35 петелек и осталось 31 теперь петля. Это потому, что вот эту двойную кромочную я считаю за одну петлю. И теперь давайте провяжем вот этот вот ряд третий. Мы с вами дойдем вот до момента, вот где-то на не довязывая 2 изнаночных петли. Вот видите, 2 изнаночных петельки у меня осталось. Убавлять я буду за счет последней из изнаночных. То есть вот эта полосочка у меня останется на постоянной основе. Смотрите, я просто провязываю 2 последних изнаночных перед вытянутой лицевой вместе. Это наша первая убавка. И далее вяжем по рисунку. Вытянутая лицевая, 2 петельки платочной вязки и двойная кромочная. Вяжем 4-й ряд и встречаемся в 5-м ряду. Обратите внимание на то, что у нас по изнанке здесь уже убавилось количество петелек. То есть у нас было по изнаночной стороне 7 лицевых, теперь у нас осталось их только 6. 5-й ряд от проймы. И сейчас обратите внимание то, что у нас должно быть скрещивание. То есть у меня идет по рисунку 19 ряд. То есть я провязываю 7 изнаночных и вяжу косичку. Точно таким же обычным способом. Убавок в 5-м ряду для горловины мы делать не будем. Еще забыла сказать, что в пройме мы также убавлений никаких больше делать не будем. Убавочки для горловины мы будем делать только в каждом 4-м, то есть через каждые 4 ряда. То есть это был 3-й ряд, затем убавочка будет в 7-м, 11-м и так далее. Все ряды убавочек я распишу под видео. Пока, если я не ошиблась в расчетах, мы будем делать 12 убавлений. Вот. Дополнительные убавочки в косички, то есть обычно я вот эти прибавленные петли в конце вязания, ближе подходя к плечу, убавляю. В этот раз я этого делать не буду. Довязываем с вами 5-й ряд, вяжем 6-й и встречаемся в 7-м ряду. У меня начинается 7-й ряд. Как вы помните, у нас с этого момента должно идти расширение ромбика. Но так как у меня началось уже скос под горловину, я это расширение делать не буду, так как получится все равно, что до конца мы его не довяжем. Вот, у нас будет не хватать петелек. Смотрите, здесь есть 2 варианта развития. Либо вы также продолжаете просто вязать косичку, делать скрещивание через каждые 6 рядов, либо делать ответвление только вот этой стороны, то есть в сторону проймы. А вот эти 3 петли, которые остаются, мы просто продолжаем их вязать
прямо. То есть такой сделаем треугольник. Вот. Все остается на ваш вкус. Я, наверное, знаете, продолжу вязать косичку. То есть довязываю опять 7 изнаночных и снова вяжу 6 лицевых. Скрещивание косичек, для того, чтобы вы не ошиблись, я также пропишу внизу под видео, в каком ряду мы будем делать скрещивание. Я укажу скрещивание именно от начала проймы. То есть мы сделали это в 5 ряду. И затем мы, получается, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И следующее скрещивание мы уже будем делать в 11 ряду. А в конце 7 ряда, так как мы уже давно не делали с вами скос под горловину, последние 2 изнаночные мы провяжем снова вместе. Довязываем 7 ряд до конца, вяжем 8. И в 9 ряду мы просто провязываем петельки по рисунку. Затем вяжем 10 ряд, и в 11 ряду мы снова с вами встретимся. Там будут снова убавочки и снова перекрещивание косичек. Вот у меня 11 ряд, я уже довязала до косички. Как еще раз подскажу вам посчитать вот эти перекрещивания. Вот можно посчитать вот по этой крайней дорожке. Их должно быть 6 перед моментом перекрещивания. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Значит, пора снова делать перекрещивание. 3 петельки оставляем перед работой, вяжем 3 лицевые и провязываем снятые петли. И в 11 ряду, как я говорила, мы снова делаем убавочки. То есть убавляем вот эти 2 последних изнаночных, которые располагаются у вытянутой лицевой. Вот. И таким образом мы продолжаем с вами вязать, перекрещивая косичку через каждые 6 рядов и делая убавочки через каждые 4 ряда. Хотела остановиться на таком моменте, когда наша изнаночная вплотную подошла к косичке. У меня это идет 27 ряд. Просто косичку мы перестаем с вами вязать. Вот она, последняя петля косички. Я ее переворачиваю, чтобы можно было связать за переднюю стеночку, и провязываю вместе вот с этой изнаночной. То есть теперь мы просто постепенно будем убавлять далее все петельки, при этом перед этим их переворачивая. Вот, всего мы с вами провяжем 50 рядов от проймы. По-моему, последняя убавочка, вот эта 12-я, она будет в 47 ряду. То есть делаем убавочку в 47, вяжем 48, 49 и 50 ряд. И затем оставляем достаточно длинную нить. Желательно, вот отрезок у вас из петелек останется, желательно оставить его примерно 4-5 раз больше, чем сам закрываемый отрезок петелек. Потому что затем петли, кстати, оставляйте открытыми. Мы затем соединим петельки с помощью крючка. Вот. Также можно их сшить петля в петлю. Это все на ваше усмотрение. Но мне нравится такой вот более, не знаю, на мой взгляд, это самый легкий способ закрытия. Вот. Пока продолжаем вязать. Напоминаю, вяжем до 50 ряда. Я закончила полностью левую полочку. Посмотрите, вот у нас 50 ряд, в 47 ряду произошла убавочка последней лицевой петли. То есть у нас вот такие дорожки из платочной вязки остались. И 8, по-моему, да, 8 изнаночных. Как я говорила, ниточку я отрезала достаточно длинную, в 5 раз длиннее вот этого участка. И теперь я буду переходить на вязание спиночки.
Здесь у нас никаких убавлений не будет. Здесь просто будет лицевая гладь. Единственное, что я сейчас вам покажу, это как я введу новую ниточку. Смотрите, вот такой здесь прогал небольшой есть. Я подхватываю первую закрытую петельку и вяжу из нее дополнительную петлю. Теперь переворачиваю вязание. Полочку вот эту так убираем. И сразу эту же петельку я убавляю. То есть провязываю вместе со следующей петлей. Вот и все. Для чего нам это понадобилось? Посмотрите, прогала больше вот этого нет. Ну, можно сказать, для аккуратности. Вы это можете делать, можете не делать. Все равно потом, когда будем набирать рукавчик, это можно незаметно скрыть. А мы вяжем с вами второй ряд от проймы, так как первый ряд мы провязали в тот момент, когда закрывали петельки под эти проймы. На спинке у нас осталось 64 петли, и мы их вяжем на высоту 50 рядов. Точно так же оставляем петельки открытыми. Забыла сказать, на полочке у нас осталось 19 петелек. Еще раз повторю, что вот эту двойную кромочную я считаю за одну петлю, потому что когда мы будем закрывать петли, я их провяжу вместе. Вот, и потом уже с вами встретимся, когда будем переходить на вязание правой полочки.